Глава 20. «Привет, Касси!» – поздоровался с ней Джеб во вторник, неожиданно придя к ней в мастерскую, чего раньше он никогда не делал. «Ну, привет, Джеб, как дела?» «Отлично! У меня есть для вас письмо. Джесси сказала мне о нем, и я подумал, что вы, возможно, захотите увидеть его прямо сейчас». Кассиди замерла, но Джеб улыбался. «Вот оно», – сказал он, подходя ближе и протягивая письмо. «Спасибо!» – поблагодарила Кассиди и посмотрела на конверт. «Это от матери!» «Я так и думал». Джеб заметил, что ее лицо вдруг стало тревожным. «Вы в порядке?» «Не знаю». «Вот что я вам скажу», – предложил Джеб, испытывая к ней, как и к Мэх, отцовские чувства. «Я пока посижу в кресле, а вы можете зайти внутрь и почитать. Если кто-нибудь придет, то я объясню, что вы заняты, и спрошу, не нужно ли чего передать». «Хорошо», – согласилась Кассиди, чувствуя, что от волнения у нее перехватило дыхание. Она не стала никуда уходить, а осталась стоять на месте и вскрыла письмо. Джеб сел в кресло, чтобы не мешать ей, но Кассиди его не замечала. «Моя любимая Касси, я не могу передать тебе, что твое письмо значит для меня. Я получила оба твои письма, но у меня были сломаны 2 пальца на правой руке, и я не могла тебе ответить. Я сожалею о том, что сделал Эдсон. Он был здесь и пытался убедить меня, что не видел тебя. Но потом я показала ему твое письмо, и это положило конец его лжи. Мне больно от того, что тебе пришлось пережить, но я утешаю себя мыслью о том, что если кто-то захотел купить мастерскую, значит бизнес не перестал существовать. Возможно, помогло то, что Эдсон провел в городе не так много времени, чтобы нанести непоправимый ущерб. Я очень хочу познакомиться с твоим Трейсом. У меня снова побаливает спина. Вряд ли я смогла бы перенести переезд поездом. Если бы я могла, то непременно приехала бы на свадьбу. Не откладывай ее из-за меня. Ну, пожалуйста, приезжай навестить меня, когда сможешь, и привози с собой Трейса. Я должна познакомиться с человеком, который покорил сердце моей девочки. Кассиди была вынуждена перестать читать. Она чувствовала себя так, как будто пробежала длинную дистанцию, и ей стало трудно дышать. Какой-то звук за ее спиной напомнил ей о присутствии Джеба. «С ней все хорошо», – повернулась и сказала Кассиди. «С моей матерью все хорошо». «Я рад, Касси». Джеб поднялся на ноги. Лицо Кассиди пылало, и он видел, что с ней все будет в порядке. «Вы сможете увидеться с ней в скором времени?» «Думаю, что да. Мне нужно будет обо всем договориться с Джанет и Трейсом». «Может быть, после свадьбы?» «Может быть». Джеб улыбнулся в ответ на ее улыбку. «Ну, я пойду и не буду вам мешать». Кассиди сделала шаг навстречу и обняла его, а он тепло обнял ее в ответ. «Спасибо, Джеб». «Пожалуйста, Касси». Кассиди помахала ему на прощание и тут же вернулась к письму. «Когда я отослала тебя из дома, то даже не представляла, как трудно мне будет перенести твое отсутствие. Каждый день я радовалась тому, что ты в безопасности, и твои дела идут хорошо. Но моя жизнь без тебя опустела. Пожалуйста, напиши снова и расскажи о церкви и всех твоих друзьях. Такое впечатление, что Мэг стала для тебя кем-то вроде сестры, о которой ты всегда мечтала. А Джанет, как бы мне хотелось познакомиться с этой милой женщиной. Моя рука начинает болеть. Я была неосторожна и упала с парадной лестницы, но я напишу снова. И ты тоже пиши. Единственное, что придавало мне силы все это время, так это уверенность, что Бог
не оставит мою девочку, и мы увидимся снова. С любовью, мама. Кассиди то прижимала письмо к груди, то перечитывала его снова и снова. И, наконец, начала молиться. «Благодарю тебя, отче. Благодарю тебя за заботу о моей матери. Благодарю тебя за то, что она здорова. Прошу, не оставляй ее так же, как и она просила обо мне. Ты знаешь, что мне очень хочется увидеться с ней, и я прошу, чтобы в установленное тобой время и по твоей воле мы с Трейсом нашли возможность это сделать. А до тех пор, пожалуйста, укрепи мою веру. А если случится так, что у меня не будет возможности поехать домой, помоги мне принять все, что бы ни случилось». После молитвы Кассиди вернулась к работе. Она пошла к швейной машинке, чтобы взяться за дело, но ее сердце продолжало молиться о матери, Трейси и их будущей жизни. Кассиди хотела искать успокоение не в письме матери, но в сознании того, что она находится в мире с Богом. «Итак, леди», – сказал Чандлер в среду утром в банке, – «ваша сделка официально заключена. Джанет Фулбрайт теперь является новой собственницей швейной мастерской Токен-Крик». «Спасибо, Чандлер», – сказала Джанет. Тут Кассиди посмотрела на женщину. «А мы не обсудили аренду». «На что?» – спросила Джанет, смутившись. «На квартиру. Я буду жить там еще больше месяца». Джанет едва не рассмеялась. Она меньше всего думала об этом, а Кассиди уже отказалась от зарплаты за те недели, которые оставались до свадьбы, когда она будет продолжать работать у Джанет. «Если вы не позволите мне платить вам за работу, то я не возьму денег за аренду». Кассиди хотела было что-то сказать, но промолчала. Ей было нечего возразить, и она улыбнулась. «Договорились?» – спросила Джанет. «Договорились», – согласилась Кассиди. Этот необычный договор вызвал улыбку и у банкира Чандлера. Он точно знал, что условия этого договора будут соблюдены. Эти две женщины были известны в городе своей честностью. «Ну, Чандлер», – сказала Кассиди наконец, поворачиваясь к нему. «Теперь мы идем завтракать в отель, чтобы отпраздновать сделку. Ты присоединишься к нам?» «Возможно», – ответил Чандлер, не зная, как его бедное сердце перенесет это. Но ему очень не хотелось портить им настроение своим отказом. «Мне только нужно спросить мистера Фалькона, сможет ли он заменить меня». Примерно через 5 минут все трое вышли из банка в приподнятом настроении. Старые друзья беседовали и смеялись. И хотя Чандлеру приходилось постоянно контролировать себя, праздник удался на славу. «Ты опаздываешь!» – пошутил Трейс над своей невестой, встречая ее во дворе, не в силах сдержать улыбку. «Я должна сообщить тебе, Трейс Холден», – сказала Кассиди с довольной улыбкой, – «что я только что продала свой бизнес». «Сегодня утром?» «Да, поскольку мы закрыты по средам, этот день оказался самым подходящим для оформления бумаг. Мы с Джанет отправились в банк и подписали документы. А потом, спешила она рассказать, пока Трейс не успел ничего ответить, пошли праздновать в отель, даже Чандлер присоединился к нам». «Жаль, что я пропустил это событие», – сказал Трейс, помогая ей спуститься на землю. Сердце Кассиди было настолько переполнено радостью, что она обхватила его руками за шею и крепко обняла. «И это еще не самое лучшее», – сказала она сияющими голубыми глазами. «Я получила письмо от матери». «С ней все в порядке?» – спросил Трейс, становясь серьезным. Кассиди достала письмо из кармана пальто и протянула ему. «Прочитай». Трейс поцеловал ее и развернул письмо. Кассиди, улыбаясь, наблюдала за тем, как он читает. «Это великолепно! Когда мы поедем к ней?» Услышав это «мы»,
Кассиди почувствовала себя на седьмом небе от счастья. «Не знаю, сейчас это можно сделать в любое время, поскольку Джанет почти приняла все дела, но, возможно, имело бы смысл подождать и поехать после свадьбы». «Мы подумаем», – сказал Трейс, взяв ее за руку и повел к дому. На улице снова похолодало, щеки Кассиди раскраснелись после поездки на ранчо, но большие холода были еще впереди. Мэг ждала ее, заварив кофе, и Кассиди смогла снова рассказать обо всех новостях. Трейс не мог оставаться в доме весь день, но обещал вернуться к обеду. Женщины принялись за выпечку, потом занялись шитьем, все это время не переставая обсуждать, когда Кассиди следует поехать к матери. Когда мужчины пришли на обед, у Мэг и Кассиди созрел план. В воскресенье семья Вик пригласила Трейса и Кассиди на обед. Миранда приготовила легкое угощение. Кассиди взяла на руки двухмесячную Нелли, заверяя всех, что ей очень удобно есть одной рукой. А Миранда, учитывая привязанность своего сына, посадила Трейса рядом с Фрэнклином. «Как дела у Квинси?» – тут же спросил Фрэнклин про лошадь Трейса. «Все в порядке. Думаю, что в следующий раз, когда я привезу его в город, то заеду к вам, чтобы ты мог прокатиться». Восьмилетний мальчик посмотрел на своих родителей, и по его глазам было видно, что Трейс просто осчастливил его. «А что нужно сказать?» – подсказал его отец. «Спасибо», – проговорил Фрэнклин тихо, а его лицо выражало восхищение перед тем, кто был его героем. Кассиди наблюдала за этой сценой с другой стороны стола, и ее сердце таяло. Она знала, что их дети будут также восхищаться Трейсом. «Ты хотел узнать что-то еще, Фрэнк?» – напомнил ему отец. «О да, а вы можете рассказать мне о перегоне скота?» «Конечно», – согласился Трейс. «Он начался месяц тому назад и продолжался 2 недели. Мы с Брэдом и еще 4 рабочих, и повар рано утром отбыли с ранчо. У нас было 800 голов скота, которых нам нужно было перегнать в Буртон». «А почему в Буртон?» – спросил Чес. «В Буртоне на железной дороге есть специальные вагоны, чтобы доставить скот в Чикаго. Нам пришлось бы заплатить очень много денег, если бы мы попытались отправить скот прямо из Токен-Крик». «И там вы сели на поезд?» – спросил Фрэнклин. «Нет, мы погрузили только скот. Перед этим он прошел около 500 миль». «А вы спали на земле?» «Так и было. У нас был фургон с походной кухней. И Тинкер Хейворд, старый ковбой, которого ты, возможно, видел в городе, готовил нам еду, а 4 других работников помогали нам гнать скот». «А на вас были ковбойские штаны?» «Были», – сказал Трейс, и затем ответил на вопрос, который, как он знал, должен был последовать после этого. «У меня также была кобура с револьвером, а ружье было привязано к седлу». «А вам пришлось стрелять?» «Несколько раз, но я ни в кого не целился». «А кто-нибудь пострадал?» «Было несколько ушибов, но ничего серьезного». «А что вы ели?» «Много бобов», – сказал Трейс с улыбкой. «А еще тушеную говядину и булочки, а на завтрак блины». Фрэнклин снова открыл рот, но тут вмешался отец. «Тебе нужно поесть, Фрэнк, и Трейсу тоже. Я уверен, что у него потом найдется время, чтобы ответить на твои вопросы». «Да, конечно», – добавила Миранда тихо. «А потом Чес начнет задавать свои вопросы». «О чем?» – спросил Трейс. «Ничего особенного», – начал Чес, но не смог сдержать улыбки. «Кое-кто хочет побольше узнать о вас двоих», – выдала Миранда своего мужа. «Он хочет узнать, как вы решили пожениться».
Кассиди и Трейс улыбнулись Чесу, который старался сохранять невинный вид. «Я просто беспокоился», — сказал мужчина, но по его голосу было слышно, что он лукавит. «Я знаю, что Райлан побеседовал с вами, но как человек более старший, я могу тоже кое-что посоветовать, если он что-то упустил». Все взрослые засмеялись, но с этой темой нужно было подождать. Фрэнклин, который проглатывал еду не жуя, хотел задать еще несколько вопросов ковбою. «Насколько мы понимаем», — сказал Чес, когда часом спустя взрослые остались в гостиной одни. неделю назад вы были друзьями, а теперь вы больше, чем друзья. «В некотором смысле да», — сказала Кассиди. Но не в смысле наших чувств, — уточнил Трейс. Все дело в том, что мы их не проявляли. «Что же изменилось?» — спросила Миранда, из чего было ясно, что ей было не менее любопытно, чем ее мужу. «Пока меня не было», – начал Трейс. «Приехал Эдсон, и вы оба знаете, во что это вылилось. Я не виделся с Кассиди, пока не вернулся после перегона скота». Трейс старался известить, сколько он может рассказать, и не считая нужным говорить о той роли, которую сыграл в этой истории Чандлер. Он продолжал. «Это было трудное время для Касси, и когда мы поговорили о чувствах, я понял, что ее сердце было не занято». «Не совсем не занято», — сказала Кассиди с улыбкой. «Точнее говоря, оно было занято, но только тобой». Трейс улыбнулся, посмотрев на нее, сидящую подле него в гостиной, и Чес, этот неисправимый романтик, улыбнулся им обоим. «И что произошло потом?» — продолжал допытываться хозяин. Поскольку и Трейс, и Кассиди улыбнулись, Миранда, догадавшись, сказала. «Я думаю, что они поцеловались». Поскольку у всех улыбки стали еще шире, супруги рассмеялись. А потом Чес знал, что это еще не конец истории. нам нужно было многое обсудить, но мы уже давно знали друг друга. Я знал, что Кассиди именно та девушка, какую мне бы хотелось взять в жены. Я видел ее в самых разных ситуациях и не находил ничего, чтобы меня настораживало. А для тебя, Касси, все было так же? О, да. Трейс заботился обо мне задолго до того, как признался в своих чувствах. Если бы он и Брэд были рядом, я знала, что не пропаду. Я просто не догадывалась, что Трейс испытывал ко мне такие же чувства, как и я к нему. А как вы, наконец, догадались? Не мог не спросить Чес. Я наблюдал за вами обоими, и время от времени я надеялся что-нибудь заметить, но ничего не менялось. «Все произошло неожиданно», — сказал Трейс. «Казалось бы, не было ничего проще, чем поговорить о нашем совместном будущем. Но если бы один из нас не разделял чувств другого, то мы испортили бы чудесную дружбу. И ни я, ни Кассиди не хотели рисковать». «Значит, ты просто поцеловал ее», — предположила Миранда. Примерно так и было. Нам нужно было многое обсудить, но этот первый поцелуй открыл дверь для дальнейших отношений, и я, по крайней мере, узнал, что у Касси есть ко мне ответные чувства. Чес громко вздохнул. «Я скажу вам», – заметил он, пока остальные смеялись над ним. «Все эти сердечные дела – это, конечно, весело, но они страшно выматывают». «Знаете что?» – вспомнил Трейс. «Кажется, Джеб Дорн сказал то же самое, когда Брэд и Мэг наконец нашли друг друга». Чес вдруг понял, что никогда не слышал их истории, и именно об этом ему захотелось поговорить. Закончив разговор о чувствах, они обсудили утреннюю проповедь, которая касалась стремления к Богу, а потом вместе с детьми поиграли в настольную игру. День выдался на славу. «Что вас так сильно беспокоит?» – спросил Райлан у Абби. Абби была явно чем-то огорчена. Они сидели и разговаривали в гостиной Джанет. Хозяйка тоже присутствовала при разговоре.
«Я пыталась поговорить с Мисси», – призналась Абби. «Я хотела ей рассказать, что Бог умер за меня, а она сказала, что я считаю себя лучше ее. А я так не думаю», – заявила она с явным беспокойством. «Я не такая». А она спрашивала вас об этом, или вы первая начали разговор? Она спросила. Я была осторожна, как вы и советовали, но она спросила. Ну, тогда вам нечего волноваться об этом. Если бы вы попытались пойти к соседке, чтобы навязывать ей свои убеждения, тогда вам нужно было бы извиниться. Должно пройти какое-то время. Она увидит, что вы не превозносите себя над ней. Ваша жизнь сама докажет это. Абби ерзала в кресле, ей было явно не по себе. «Вы чувствуете, что потеряли подругу?» – спросила Джанет. Да, Ответила Абби, и ее лицо выразило облегчение от того, что ее понимают. она была хорошей соседкой и другом. Она никогда раньше не критиковала меня и не обижалась на меня. Мне это не нравится. «Нам бывает трудно, когда такое происходит», – посочувствовал Райлан. Интересно, чувствует ли Мисси то же самое? Что вы имеете в виду? Спросила Абби, нахмурившись. Как будто она тоже потеряла подругу. У Абби вертелось на языке сказать, что это не ее вина. Но это было бы не совсем верно. Она менялась. Теперь она больше времени проводила дома и не бродила по улицам Токен-Крик в поисках каких-то историй. И ее больше не возмущало случившееся на нее нападение. Был момент, когда она хотела, чтобы правоохранительные органы вмешались и нашли человека по имени Нил и повесили его на ближайшем суке. Но это быстро прошло. Она простила Нила, и хотя она и считала, что его место за решеткой, она доверила Богу заботу о себе. «С вами все в порядке?» – наконец спросила Джанет. Я просто никогда не смотрела на свою ситуацию с этой стороны. Абби встала. «Я думаю, что вы правы. Я, пожалуй, пойду». Райлан надеялся, что когда-нибудь наступит подходящий момент, чтобы поговорить Абби о ее манере резко обрывать разговор. Но только не сегодня. Они с Джанет со своих мест сказали ей «до свидания», поскольку она не дала им времени проводить ее до дверей. «Я думаю, что вы помогли ей», – сказала Джанет. «Возможно. Не знаю». «Она необычный человек, верно?» «Да. И я думаю, что она видела и пережила за свои 58 лет больше, чем мы можем себе представить». «Ей действительно 58?» – удивилась Джанет. Абби Фистер не была молодой женщиной, но она все же не выглядела на свой возраст. Райланд засмеялся и сказал. Она говорит, что секрет ее молодости – любопытство. Джанет засмеялась вместе с ним, а потом спросила. «Как вы думаете, она бы захотела вместе со мной изучать Библию? Вы полагаете, она достаточно доверяет мне для этого?» Мне пришла та же самая мысль. Я не знаю, насколько она доверяет вам, но если вы хотите, я спрошу ее. Они некоторое время обсуждали разные варианты. Райлан был очень рад тому, что Джанет сама предложила встречаться с Абби для изучения Библии. «Как насчет кусочка шоколадного торта от Бекки?» – предложила хозяйка через некоторое время. «Звучит великолепно», – согласился Райлан. «Может быть, пока мы будем есть торт, нам стоит пообщаться с вашей сестрой?» Джанет улыбнулась. «Мы с Фетой будем очень рады». «Ты можешь сшить мне новый костюм?» – спросил Трейс, когда они с Кассиди направились от Виков к ее дому. «Конечно», – ответила Кассиди. «Успеешь до свадьбы?» – спросил Трейс. «Думаю, что да. У тебя есть старый костюм? Я не могу припомнить, видела ли я тебя когда-нибудь в костюме». «Мне сшили костюм на свадьбу Брэда и Мэг.
Я больше его не ношу, потому что пиджак стал тесен в плечах. По воскресеньям я долгое время одевал брюки от того костюма, и они сильно износились. Давай зайдем в мастерскую и посмотрим, какие есть ткани. Трейс согласился. Они выбрали именно то, что он хотел. Кассиди сняла необходимые мерки. После этого они отправились к Джанет. Трейс хотел увидеться с матерью, а Кассиди, естественно, захотела пойти вместе с ним. Октябрь быстро подходил к концу. Подготовка к свадьбе занимала у Трейса и Кассиди много времени. В качестве свадебного путешествия они планировали поездку в Биллинг к матери Кассиди. Джанет тоже была занята. Ее объявление было составлено и готово для публикации в газете, а выписка с новым расписанием работы также была готова к тому, чтобы появиться в окне магазина. Первый день по новому расписанию был вторник, 2 ноября. В мастерской мало что изменилось, но в последнюю субботу месяца обе женщины чувствовали оживление от грядущих перемен в магазине. У Кассиди теперь появится больше времени, чтобы шить свадебные наряды для себя и для Трейса, а также упаковать вещи. Переезд на ранчо был большим событием. У Мэг и Брэда не было помещения для хранения ее мебели, но если они с Трейсом хотели, чтобы им было на что сесть в их новом доме, то мебель нужно было сберечь. Бизнес продолжал процветать. В начале недели заказов было немного, но в четверг и пятницу Кассиди и Джанет сбились с ног. У них набралась значительная сумма денег. Кассиди собиралась идти в банк вместо Джанет, которая спешила домой, потому что ждала гостей. Но когда Кассиди уже собралась идти, дверь отворилась. «Привет, Касси!» Вежливо поздоровался с ней Эдсон Синклер. Он нисколько не изменился с прошлой встречи. Кассиди ничего не сказала. Она заметила, как следом за ним вошел Нил. Он закрыл за собой дверь и запер ее на ключ. «Что ты здесь делаешь, Эдсон?» – спросила Кассиди, слыша, что Джанет идет к ним из задней части магазина. «А, вы здесь обе», – сказал Эдсон вместо ответа. «Отлично. Я должен сказать тебе, Касс, что ты тут времени даром не теряла». «Что ты имеешь в виду?» «Мама показала мне твои письма. Она была в восторге увидеть меня и сообщить, что ты продала свой магазин и теперь помолвлена». «Мама показала тебе мои письма, потому что ты лгал по поводу своего приезда сюда», прямо заявила Кассиди. «А-а-а!» Голос Эдсона прозвучал почти комично. «Она написала тебе об этом, верно?» «Да, а теперь я хочу, чтобы ты ушел». «Этого не будет!» Голос Эдсона стал вкрадчивым, и сердце Кассиди забилось немного сильнее. Она видела, что Нил направился к Джанет и попыталась встать между ними, но тут Эдсон резко схватил ее за руку. «А теперь выслушай меня, Кассиди Нортон!» прорычал Эдсон низким и злым голосом. «Ты сделаешь все, как я тебе скажу. В противном случае Нил перережет горло, миссис Фулбрайт. Ты понимаешь меня?» «Да», – сказала Кассиди и увидела, как побледнела Джанет в руках Нила. Он держал нож, и Кассиди начала дрожать. «Пожалуйста, не трогайте ее», – попросила она мягко, вспомнив о том, что произошло с Ампи. «Нам ничего не придется делать, если ты пойдешь в банк». «В банк?» На мгновение Кассиди была сбита с толку. Эдсон зло потряс ее руку. «Да, в банк. Ты снимешь те деньги, которые миссис Фулбрайт заплатила тебе за твой бизнес, и принесешь их сюда. У тебя есть для этого 15 минут. В противном случае Нил пустит в ход свой нож». Кассиди посмотрела на него расширенными глазами. «Эдсон!» – попыталась урезонить его девушка. «Из этого ничего не выйдет. Я никогда не снимаю таких больших денег. Пожалуйста, отпусти Джанет». «Заткнись!»
рявкнул он. «Ты, великолепная маленькая притворщица! Ты приехала в этот город и начала бизнес под чужим именем. Ты можешь надуть кого угодно при помощи этих больших голубых глаз. А теперь делай, что тебе сказали. Или старуха будет убита!» Кассиди видела, что он не шутит. Она кивнула, но Эдсон еще раз больно сжал ее руку. 15 минут, Касси. Не опаздывай. И чтобы без дураков. Кассиди посмотрела в лицо Джанет. Она видела ее страх. Но также и то, что женщина пыталась быть храброй. Ее взгляд придал Кассиди мужество, и она выбежала из двери. У нее было 15 минут, чтобы помочь другу, и все это время она молилась о том, чтобы не случилось ничего плохого. Глава 21. Кассиди довольно быстро побежала к банку. Она спокойно вошла в дверь и направилась прямо к Чендлеру. К сожалению, первые же его слова подействовали на нее подобно грому. «Касси, где твое пальто?» «Что?» – спросила она, не сознавая, насколько расстроенной она выглядела. «Твое пальто, на улице мороз». «А, со мной все в порядке», – сказала она и попыталась улыбнуться. «Чандлер, мне нужно снять деньги». «Хорошо. Сколько?» 500 долларов?» – спросил Чандлер, почувствовав неладное. «Да, и я немного тороплюсь». «Кассиди, что-то случилось?» – не унимался Чандлер. «Ты прав», – ответила Кассиди, не будучи уверена в том, что Эдсон не пошел следом за ней и не следит с другой стороны улицы. «Где Джанет?» – спросил Чандлер. «В магазине». Кассиди не замечала, что говорит срывающимся голосом. «Пожалуйста, Чандлер, пожалуйста, дай мне деньги». Чандлер удалился за стойку. Он понимал, что случилось что-то ужасное, но продолжал отсчитывать банкноты. Ему не хотелось отдавать ей деньги, но никакая сумма не шла в сравнении с ее жизнью или жизнью Джанет. «Ты уверена, Кассиди?» – спросил Чандлер, когда у него в руках набралось нужное количество банкнот. Кассиди взяла деньги и посмотрела на него умоляющими глазами. «Пожалуйста, просто продолжай работать, Чандлер. Все будет хорошо». Чандлер сел, но как только Кассиди отвернулась, стал смотреть в окно. Не успела Кассиди скрыться из виду, как он решил разыскать шерифа Кадерли. Трейс поставил фургон около магазина Кассиди, как и всегда. В последние дни сильно похолодало, и он повернулся, чтобы посмотреть, не забыл ли он одеяло. Только сейчас Трейс заметил объявление в окне магазина о том, что он закрыт. Трейс удивился, но потом вспомнил, что Джанет планировала изменить расписание работы. Но все эти мысли тут же выскочили у него из головы, когда он поднял глаза и увидел поспешно идущую Кассиди. У него тоже мелькнула мысль о том, что она почему-то была без пальто. Но в данный момент он был просто рад видеть ее. «Привет, Касс». «Что ты здесь делаешь?» – выпалила Кассиди. Она не замечала Трейса, пока он не заговорил. «Что я здесь делаю?» – переспросил Трейс, не понимая, что он сделал не так. Только сейчас он заметил, что Кассиди была крайне взволнована. «Что случилось, Кассиди?» «Эдсон и Нил», – проговорила она скороговоркой. «Они захватили Джанет». «В магазине?» «Да». Трейс бросил взгляд на окно, но ничего не увидел. Не поворачивая головы, он сказал: «Не двигайся с места, Касс. Мое ружье в фургоне». «У Нила есть нож», – прошептала она, сильно дрожа. «Он пустит его в ход». «Когда я подам знак, делай, как они тебе велели. Я буду идти прямо за тобой». Трейс пошел к фургону, опасаясь, что за ним следят, но он знал, что у него не было другого выхода. Кассиди остановилась прямо перед дверью, но когда Трейс кивнул ей, она потянула за ручку. Дверь была заперта, и Эдсон не сразу открыл ее. Когда же он это сделал, то поверх плеча сестры он увидел дуло ружья, направленное прямо ему
в лицо. «Полегче!» – бросил Эдсон, отходя глубже в помещение. «Именно это тебе следует сказать своему другу», – парировал Трейс. Он уже вошел, толкнул Кассиди за свою спину и увидел, что Нил приставил нож к горлу Джанет. «Мы хотим только получить наши деньги», – попытался договориться с ним Эдсон. «Какие деньги?» – спросил Трейс, чтобы выиграть время. «Деньги, которые Кассиди обещала мне принести», – солгал Эдсон. «А если вы их не получите?» Теперь Трейс смотрел только на Нила. «Тогда что? Вы убьете мою тетю? Я этого не допущу. Или, может быть...» Трейс резко повернул свое ружье так, чтобы оно уперлось в нос Нила, и даже не стал утруждать себя тем, чтобы закончить свою мысль. «А теперь потрудись сказать Нилу, чтобы он убрал нож». «Ты слышал его», – сказал Эдсон, не пытаясь скрыть свой страх. «Отпусти ее!» «Мы можем это сделать», – подстегивал Нил. Это были первые слова, которые он произнес. «Нет, Нил», – сказал Эдсон, глядя в глаза человека с ружьем. Если Джанет Фулбрайт была его тетей, то это означало, что перед ним был суженый Кассиди, и Эдсон понимал, что Трейс не побоится выстрелить. Трейс снова перевел взгляд на Нила, но не опустил ружье. Поэтому Нил решил действовать. Он оттолкнул от себя Джанет, одновременно воткнув ей нож в спину. У Трейса не оставалось другого выхода, и он выстрелил. Нил и Джанет упали одновременно. Кассиди выскочила из-за спины Трейса и бросилась к Джанет. В тот же момент Трейс ударил Эдсона кулаком в челюсть, сразу вырубив его. «Джанет!» – кричала Кассиди, встав рядом с ней на колени и всматриваясь в ее побледневшее лицо. Джанет не отвечала. Начали собираться люди, пришли шериф Кадерли и Чандлер. Кто-то побежал за врачом, и на какое-то время воцарился полный хаос. «Здесь, Касс!» Трейс был рядом с ней, пытаясь нащупать пульс на шее Джанет. «Она жива!» – сказал он, вынимая нож и прижимая к ране платок. Следующие минуты прошли как в тумане. Кассиди почувствовала, что чьи-то руки уводили ее, чтобы доктор Эрт смог подойти к раненой. Кассиди даже не знала, что это был Чандлер. Он не хотел, чтобы она увидела мертвое тело Нила, которое неподвижно лежало позади Джанет. Когда Джанет уносили, Кассиди с ужасом увидела пятно крови, которое растеклось по ее платью на спине. Девушка хотела быть рядом с Джанет. Чандлер держался подальше от всей этой суматохи, но когда он увидел, что Касси собирается следовать за фургоном в дом Джанет без пальто, он снова зашел внутрь. Пока Чандлер помогал ей с пальто и перчатками, Кассиди сказала фразу, которая поразила банкира. Он не думал, что это была хорошая идея, но не мог заставить себя возражать и только помог Кассиди идти по улице. Трейс был полностью сосредоточен на своей тете и на том, чтобы остановить кровотечение. Он попросил кого-то съездить за Брэдом, и когда он поднял глаза и увидел около себя Райлана, то приложил все усилия, чтобы не разрыдаться. «Насколько сильно она ранена?» – спросил Райлан, как только доктор занял место Трейса, и Джанет перенесли в дом. «Я пока не знаю. Кто-нибудь поехал за Брэдом и Мэг?» «Думаю, что да». «Где Касси?» «Я не знаю», – снова сказал Трейс, и Райлан просто остался стоять рядом, но больше ни о чем не спрашивал. Джанет как можно бережней уложили в кровать. Самым важным было остановить кровотечение. Трейсу было тяжело оставаться без дела, но он старался не путаться под ногами и молился, немного успокаиваясь при виде Райлана. Прошел почти час, прежде чем Трейс начал искать Кассиди. Он предполагал, что она была в доме, но наверху ее не оказалось. Брэд и Мэг уже прибыли, и когда он спросил, то оказалось, что Хезер и Бекки тоже не видели ее. И только когда Трейс спустился вниз и почти дошел до парадной двери, он заметил Чандлера. Тот окликнул его.
Я подумал, что ты хочешь узнать, что Касси пошла в участок шерифа. Зачем? Она сказала? Нет. Ее брата арестовали, и она была твердо настроена пойти в любом случае, поэтому я позаботился о том, чтобы она дошла. Я также отнес ее деньги обратно в банк. Она обронила их в магазине. «Спасибо, Чандлер», – сказал Трейс, пытаясь собраться с мыслями. «Райлан находится где-то здесь, в доме. Ты не мог бы передать ему, что я пошел за Касси?» «Конечно». «Спасибо», – сказал Трейс и вышел из дверей. Чандлер окликнул его, чтобы протянуть пальто. Трейс вышел из дома, не говоря больше ни слова. Кассиди была закутана в одеяло и пальто, но ее все равно била дрожь. Шериф Кадерли наблюдал за ней, желая, чтобы кто-нибудь увел ее, так как он не знал, что с ней делать. Она почти час просидела около камеры брата. Эдсон Синклер не приходил в себя, и Кассиди не уходила. Когда дверь отворилась и вошел Трейс, Кадерли едва сдержался, чтобы не издать вздох облегчения. «Касси!» – тихо позвал Трейс, и девушка встала и пошла к нему навстречу. «Как Джанет?» «Они полагают, что остановили кровотечение». «Тебе нужно быть там», – сказала Кассиди. «Да, но я беспокоился о тебе». «Со мной все в порядке», – сказала она с большей твердостью, чем ощущала в себе. «Мне нужно кое-что сказать Эдсону». «Он никуда не денется», – возразил Трейс, озабоченный тем, как сильно она дрожит. «Мы спросим шерифа Кадерли, но я уверен, что он оставит его под арестом». «Так и есть», – раздался голос шерифа за их спинами. «Я хочу, чтобы ты пошла вместе со мной». Кассиди покачала головой, но Трейс не желал ничего слушать. «Я хочу, чтобы ты пошла», – продолжал настаивать он. Трейс не был уверен в том, что она мыслит ясно. «Твой брат может подождать». Кассиди собиралась снова что-то возразить, но Трейс не дал ей такой возможности. Он снял одеяло с ее плеч и положил его на скамейку. Поблагодарив шерифа, он повел ее к выходу. «Вы не отпустите его, верно?» – переспросила Кассиди, прежде чем Трейс увел ее. «Да, мисс Нортон, он будет здесь». «Я хочу поговорить с ним», – сказала Кассиди. Ее голос звучал странно. Трейс подумал, что она будет плакать, и он знал, что слезы принесли бы ей облегчение, но этого не произошло. Он крепко держал ее за руку, и она позволила вести себя по улице. Трейс молился за нее и за себя. В этот момент ему казалось, что их жизнь уже никогда не будет прежней. «Она зовет вас», – было первое, что услышали Трейс и Кассиди, когда вошли в дом Джанет. Трейс помог Кассиди снять пальто, хотя девушка все еще дрожала, потом положил рядом свое и последовал за Кассиди на второй этаж. Они вошли в комнату Джанет, медленно подошли к кровати и позвали ее. «Джанет!» – попыталась произнести Кассиди, так как та не услышала голоса Трейса. Наконец женщина немного приоткрыла глаза. «Касси? Я здесь». «А Трейс?» «Я здесь», – откликнулся он. Джанет вздохнула. «Просто отдыхайте», – сказала Кассиди. Джанет закрыла глаза, и Кассиди отошла от постели. В холле Мэг что-то сказала ей, но девушка ничего не ответила. Мэг хотела пойти за ней, но с ней был Трейс. Он спустился за Кассиди вниз по лестнице и вошел в маленькую гостиную, где он совсем недавно просил ее руки. Тут он увидел, что она подошла к огню, чтобы согреться. «Почему я пошла в участок?» – вдруг спросила она, и по ее лицу было видно, насколько несчастной она себя чувствовала. «Я не знаю», – был вынужден признать Трейс. «Должно быть, у тебя была какая-то причина». «Джанет могла умереть, а меня здесь даже не было. Прости меня, Трейс. Мне очень жаль». Трейс подошел поближе, и Кассиди прижалась к нему, держась из последних сил. Трейс не знал,
Когда еще он чувствовал себя таким усталым и замерзшим, но прикосновение этой дорогой ему женщины принесло ему облегчение. Не выпуская Кассиди из объятий, он пододвинул диван ближе к огню и нашел 2 одеяла. Завернувшись в одеяло, но все еще дрожа, они сидели рядом у огня и пытались осмыслить произошедшее. «Райлан!» – позвала Джанет, стоявшего около кровати человека, но это оказался Брэд. «Он где-то здесь, в доме. Вы хотите его видеть?» – откликнулся Брэд. «Он помолился?» – спросила Джанет. «Да, совсем недавно. Мы думали, что вы спите». «Как Саванна?» – был следующий вопрос Джанет. «Мэг кормит ее. И вам нужно перестать думать о других». Джанет с трудом улыбнулась, и Брэд почувствовал, как на его глаза набежали слезы. Ему хотелось сказать очень многое, но мешал комок в горле. «Я справлюсь, милый», — сказала она ему, приподнимая руку и прикасаясь к его руке. Брэд не стал удерживать слез, которые катились по его щекам. Эта женщина заменяла ему мать на протяжении почти 10 лет. Он никогда не думал о том, что может потерять ее. Брэд просил Бога не забирать ее по той простой причине, что он знал, как сильно его сердце нуждалось в ней. «Как ты?» – спросила Кассиди Трейса после долгой паузы в маленькой гостиной. Она, наконец, согрелась, и пережитое потрясение стало немного ослабевать. «Ужасно», – ответил Трейс. «У меня такое чувство, как будто у меня в груди свинец». «Мне жаль», – сказала Кассиди. «Мне жаль, что меня не было с тобой здесь». «Это ничего», – сказал Трейс, нежно прикасаясь к ее лицу и снова беря ее за руку. «Ты тоже была очень расстроена». Кассиди кивнула, благодаря за его понимание, но при этом все еще жалея о том, что ее не было рядом с ним в трудную минуту. «Что ты хочешь сказать Эдсону?» Кассиди покачала головой в недоумении. «Сколько можно, Эдсон? Сколько еще людей должны пострадать или погибнуть, чтобы ты мог получить деньги, которые ты не заработал? Я хочу услышать из его уст ответ. Почему он считает, что имеет на это право?» «Не думаю, что это даст какой-то результат», – сказал Трейс. «но сейчас у меня нет сил говорить об этом». Кассиди кивнула. Она хотела обсудить этот вопрос, но для нее не имело значения, когда именно. Сразу после того, как все это произошло, она знала, что собирается сделать. Но теперь она поняла, что ей не обязательно что-то говорить Эдсону. Она задаст ему эти вопросы, если представится возможность. Но если этого не будет, Эдсону все равно придется отвечать за свои действия перед законом. Он был достаточно взрослым, чтобы задать эти вопросы самому себе или постараться что-то изменить в своей жизни. Кассиди собиралась сказать Трейсу о своих мыслях, но тут к ним присоединился Райлан. «Вам уже лучше?» – спросил он, садясь в ближайшее кресло. «Более-менее», – ответил Трейс честно. «Многое еще в тумане». Райлан не хотел задавать лишних вопросов, хотя многие вертелись у него в голове. У Бога был свой план для этого дня. Райлан был уверен в этом. Но это не меняло того факта, что часть этого плана обернулась трагедией и болью для некоторых членов его паствы. Все трое говорили тихо, не задерживаясь надолго ни на одной из затронутых тем, когда пришла Бекки с подносом еды. «Вот что, Бекки», – начал Райлан, – «вы не обязаны прислуживать нам». «Нет», – возразила она тихо, – «я думаю, что обязана». Все трое поблагодарили ее, но при этом заметили ее красные веки, а также медленную, неуверенную походку, когда она выходила из комнаты. Ни один из них не мог сказать, что был голоден, но аромат, который поднимался от блюд, оставленных Бекки, был чудесным. Райлан положил еду на тарелку и отправился на поиски Брэда и Мэг.
Пока супруги ели, Райлан решил посидеть с Джанет. Они договорились, чтобы кто-то поехал на ранчо и присмотрел за скотом. Близкие родственники решили остаться в эту ночь рядом с Джанет. «Сколько времени я буду здесь сидеть?» – спросил Эдсон из своей камеры в воскресенье утром. Он хорошо помнил последний раз, когда оказался за решеткой, и то, как это было неприятно. «Трудно сказать», – ответил шериф Кадерли, даже не поднимая глаз на арестанта. «И что дальше?» – спросил Эдсон, поскольку он не особенно хорошо помнил, что именно произошло в тот злополучный день. «Это будет зависеть от состояния Джанет Фулбрайт. Кто-нибудь приходил ко мне? Касси?» – спросил Эдсон несколько патетичным тоном, поразив шерифа тем, что даже не поинтересовался состоянием Джанет. «Она была здесь». «Когда?» «Вчера». «Она меня вызволит отсюда?» «Так не бывает, мистер Синклер». У Эдсона были и другие вопросы, но Кадерли ушел, думая о том, есть ли у этого человека хоть капля совести. А узник продолжал еще говорить. «У тебя не было выбора», – сказал Брэд Трейсу прямо. Мужчины в первый раз оказались наедине после того, что произошло. «Надеюсь, что ты прав. Я не хочу, чтобы ты мучился из-за этого». Голос Брэда звучал твердо. Трейс не выглядел убежденным, но Брэд не закончил. «Сегодня утром на прогулке я встретил шерифа Кадерли. Он нашел у Нила еще 2 ножа. Если бы ты не застрелил его, он мог бы использовать их против тебя или Касси, или кого-нибудь из прохожих, кто оказался бы на его пути». При этой мысли Трейс закрыл глаза. «Мне бы хотелось, чтобы на твоем месте был я», – продолжал Брэд. «Мне жаль, что я не могу взять это на себя». На глазах старшего брата показались слезы, и, видя их, Трейс тоже почувствовал ком в горле. Немногим людям посчастливилось иметь такого брата, как Брэд Холден. Трейс никогда не воспринимал брата как нечто само собой разумеющееся, но он никогда не радовался этому больше, чем сейчас. Трейс не мог говорить. У него пропал голос, но его кивок сказал Брэду, что он благодарен ему. Не прошло и 5 минут, как у дверей стоял Райлан, и оба брата были рады видеть его. «Многие из вас спрашивали меня о том, чем помочь», – сказал Райлан из-за кафедры после того, как рассказал о случившемся накануне вечером. «Спасибо вам за это. Я был в доме Джанет сегодня утром. Она отдыхает. Кровотечение остановлено, но оно было слишком сильным. Джанет потребуется некоторое время, прежде чем ее силы будут восстановлены. Но в данный момент доктор Эрц считает, что она пойдет на поправку. Срочные нужды включают в себя помощь в работе на ранчо, поскольку Брэд и Трейс весь день будут находиться у Джанет. Кто-то помог присмотреть за скотом вчера вечером и сегодня утром, но если кто-нибудь из вас сможет поехать туда сегодня вечером и завтра утром, и это будет большой помощью. В данное время я бы не стал беспокоиться насчет обедов. Бекки нравится быть при деле, и соседи кое-что принесли, когда я уходил от них вчера вечером. Магазин Кассиди будет закрыт, но у меня есть ключ, если кто-то пожелает заняться там неприятной уборкой». Райлан не мог не заметить слез в глазах некоторых прихожан, и он продолжал мягко. «Сегодня утром меня утешили некоторые стихи из 118-го псалма, и я хотел бы прочитать их вам. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему. Мы можем обращаться к Богу, потому что знаем, что Он никогда не меняется.
То утешение, которое он давал своим детям на протяжении многих поколений, является нашим и сегодня. Бог не избавляет нас от несчастий, которые могут постигать человека. Смерть и болезнь постоянно преследуют нас, но Божье утешение всегда рядом. Когда вы будете молиться о Джанет и ее семье, просите Бога помочь им помнить о его намерениях и его утешении. И что Он есть Бог, который спасает нас вновь и вновь. Райлан помолился, после чего попросил еще 3 старейшин выйти вперед и тоже помолиться. Богослужение закончилось раньше обычного, чтобы у людей было время выразить желание помочь и организовать эту помощь. Райлан планировал пойти к Джанет, когда все разойдутся. Он был уверен, что членам ее семьи будет приятно узнать, что предложений о помощи оказалось больше, чем нужно. «Как вы?» – спросила Кассиди, садясь рядом с кроватью Джанет. В тот момент в комнате больше никого не было. «Я чувствую слабость», – ответила Джанет, но ее голос звучал чуть бодрее, чем до этого. «Приятно, что вам ничего не нужно делать», – мягко пошутила Кассиди. «Приятно, что с вами ничего не случилось. Этого я боялась больше всего». «В таком случае мы квиты. Я страшно боялась за вас». Они долгое время смотрели друг на друга. То, что произошло, было ужасно, и они еще долгое время будут воспринимать это как нечто ужасное. Но все закончилось. «Я так рада, что вы будете моей дочерью», – сказала Джанет, слегка сжимая руку Кассиди. «Так было уже долгое время, но после того, как вы выйдете замуж за Трейса, это будет официально». Кассиди улыбнулась, не говоря Джанет о том, что она думает перенести свадьбу. Они не могут пожениться без Джанет. Это никуда бы не годилось. В этот момент к ним присоединился Трейс. Он улыбнулся, услышав, что Джанет уже разговаривает, наклонился, поцеловал ее и остался стоять рядом. «Мне жаль, что тебе пришлось стрелять», — сказала Джанет. «Мне очень жаль, Трейс». Трейс не пытался ничего отвечать. Ему тоже было жаль, и он еще долго будет думать о том, не было ли какого-то другого выхода из этой ситуации. Однако Джанет осталась жива, и в данный момент это занимало все его мысли. В свете всего случившегося Трейсу было бы нелепо продолжать вспоминать об одной детали, на которую он обратил внимание в тот злополучный день. Но он не мог перестать думать о том, что он видел. Джанет быстро шла на поправку. Брэд, Мэг, Саванна и Трейс уже вернулись обратно на ранчо. Но кто-то из них каждый день приезжал в город, чтобы узнавать о ее самочувствии. В один из дней Кассиди сходила на свидание со своим братом, но он не выражал никакого сожаления о совершенном преступлении и ожидал сестру только для того, чтобы она нашла ему адвоката, который смог бы вызволить его из тюрьмы. Поэтому она ни о чем не стала с ним говорить. Пробыла недолго и оставила Эдсона Синклера наедине с его мыслями. Тем временем Трейс почувствовал необходимость поговорить с Райланом. В действительности у него было много вопросов к пастору, но один из них особенно сильно беспокоил его. «Входи, Трейс», – пригласил его Райлан, когда тот зашел к нему почти через неделю после случившегося. «Спасибо. У вас есть минутка?» «Да, садись». Мужчины уселись в гостиной Райлана, и Трейс не знал, как задать свой вопрос. «Что случилось?» – спросил Райлан, заметив, что молодой человек впервые тянет с разговором. «После прошлой субботы у меня в голове возникает множество картин, и одни беспокоят меня больше, чем другие. Могу себе представить. Чандлер никогда не говорил с вами о своих чувствах к Касси. Ты что-то заметил?» – спросил Райлан, чтобы немного протянуть время. Он никак не ожидал услышать именно это.
Мне трудно объяснить, но мне кажется, что он, возможно, любит ее. Я не ставлю под сомнение ничего из того, что он сделал в тот день. Он позаботился о кассе, когда я не мог этого сделать сам. Но что-то в его лице не уходит у меня из головы. То ли тоска, то ли отчаяние, когда он сказал мне, что она пошла к шерифу. Райлан кивнул. Чандлер действительно говорил со мной. Ему в самом деле кажется, что он любит Кассиди, но он знает, что ему нельзя любить жену другого человека. И он изо всех сил старается контролировать свои чувства. Когда все это началось? Он был неравнодушен к Кассиди уже давно, но по многим причинам не предпринимал никаких действий. Затем ты прямо сказал ему о том, как ты к ней относишься, и он понял, что тянул слишком долго. Он проверял свое сердце, надеясь, что это было скорее соперничество, чем настоящая любовь. Но нашел, что это не так. Трейс не знал, что сказать. Он был рад, что узнал правду, но он не знал, что ему делать дальше. «Как он может оставаться здесь?» – спросил Трейс, думая о том, как трудно было бы ему, если бы на месте Чандлера оказался он сам. «Я не уверен, что он сможет оставаться. Вообще-то он думает о том, чтобы переехать в другое место». Трейс не хотел терять друга, но с другой стороны, он не желал подобных мучений никому. Он слишком много месяцев продолжал любить Кассиди, не зная, чем все закончится. Чандлер не мог получить Кассиди. У Трейса, по крайней мере, была надежда. «Послушай, Трейс», — сказал пастор, — «я вижу, что ты волнуешься из-за этого, но поверь, не стоит. Ты не сделал ничего плохого. Если бы Кассиди любила Чандлера, то она не согласилась бы выйти за тебя замуж. Это трудно для Чандлера, но он справится. И я не хочу, чтобы он чувствовал необходимость уехать. Он друг как для Кассиди, так и для меня, но если он будет страдать...» Трейс замолчал, потому что Райлан согласно кивнул. Они поговорили еще немного, и Райлану удалось убедить Трейса, что ситуация была под контролем. Затем он задал последний вопрос. «Ты расскажешь об этом Касси?» «Нет». Трейс был уверен в этом. «Она слишком чувствительная. Это будет мучить ее очень сильно, и она будет чувствовать себя неловко в его присутствии. Я не думаю, что другие догадываются об этом. Я полагаю, что для Чандлера так будет лучше всего». Райлан согласился. Трейс поблагодарил его и затем отправился к Джанет. Он снова сказал себе, что рад, что знает правду, но от этого ему было не намного легче. Глава 22. Кассиди проснулась в субботу утром, радуясь тому, что на дверях магазина висело объявление о том, что магазин закрыт на неопределенное время. Ей не хотелось, чтобы этот бизнес переставал существовать. Она закончила шить и доставила все, что было ранее заказано. Но у нее не было сил продолжать тянуть это дело изо дня в день в замедленном ритме. Ее визит к Эдсону обернулся большим разочарованием. Он по-прежнему не думал ни о ком, кроме себя. Погиб человек. Но все, о чем мог говорить ее брат, это о том, чтобы она нашла для него хорошего адвоката. После этого ее стали одолевать сомнения по поводу того, как она повела себя в прошлую субботу. Следовало ли ей оказать сопротивление Эдсону или Нилу? Мог ли Нил остаться в живых, если бы она начала драться с братом, или же Джанет была бы убита? И еще свадьба. Следует ли ее отложить? Трейс ничего не сказал об этом, но ведь они очень мало виделись за последнюю неделю. И даже когда они встречались, то не обсуждали свои планы. События прошлой субботы были еще слишком свежи в памяти. Джанет не вполне оправилась, кроме того, у Трейса было ранчо, которое требовало постоянного внимания. Кассиди медленно поднялась с кровати, стараясь не волноваться, но у нее это плохо получалось. Она нагрела воду для ванны. Новые и новые мысли кружились в ее голове. Ей просто хотелось поговорить с Трейсом, но она не знала, когда это произойдет. «Кассиди не приходила?»
– спросил Трейс у Бекки, застав ее на кухне. «Пока нет. Хотите, я скажу ей пойти наверх, когда она придет?» «Вообще-то, пока Хезер помогает моей тете привести себя в порядок, я буду в гостиной. Но все равно спасибо, Бекки». Трейсу хотелось поговорить с Кассиди наедине, пока Джанет была занята. Хезер помогала Джанет принять ванну. Женщина передвигалась все еще с большим трудом. По пути в город Трейс надеялся поговорить с Джанет и Кассиди и почувствовал досаду, поскольку ему не удалось ни то, ни другое. В ожидании он удобно устроился в гостиной, зная, что скоро услышит звук отворяющейся двери. Ждать пришлось недолго. Кассиди пришла примерно через 10 минут. Трейс вышел к ней, как только она вошла, готовый обнять ее. «Доброе утро!» – поздоровалась Кассиди тепло, обнимая его в ответ и слегка вздыхая. «Как ты?» Трейс сделал шаг назад, но ответил не сразу. «Я в порядке», – сказал он спокойно. «А ты?» Кассиди показалось, что его глаза внимательно всматриваются в ее лицо. Но она больше думала о нем, чем о себе. «Ты действительно в порядке?» – спросила Кассиди, пропустив мимо ушей его вопрос. «Ты, должно быть, страшно переутомился с таким режимом». «Есть немного», – признался Трейс, зная, что со временем все должно было измениться. Он искренне надеялся, что тот факт, что Джанет принимает ванну, означал, что она была на пути к выздоровлению. Он знал, что Кассиди Нортон нуждалась в нем. О нем и о Брэди заботилась Мэг Холден, но никто не заботился о Касси, кроме нее самой. Джанет и Мэг, конечно, пытались это делать раньше, но сейчас обе были не в состоянии, как и он. Под глазами Кассиди были темные круги. Трейс еще никогда не видел ее такой худой. Однако Трейс предпочел пока оставить эти мысли при себе. «Как Джанет?» – спросила Кассиди. «Она принимает ванну, и я надеюсь, что это хороший знак». «Значит, ты еще не говорил с ней?» «Нет. Хезер придет за мной, как только закончит. Иди сюда», – позвал Трейс, взяв ее за руку. «Сядь и расскажи о себе». «Я думаю, что ты и так все знаешь», – сказала Кассиди, слегка улыбаясь ему. «У нас почти не было времени поговорить», – заметил Трейс. «И я беспокоюсь о тебе». «Я очень волнуюсь», – призналась Кассиди, но не стала вдаваться в подробности. «О чем?» «Обо всем», – сказала Кассиди, но больше ничего не добавила. Трейс старался не выдавать своей тревоги. Ее ответ обеспокоил его. Это не было похоже на Кассиди. Девушка, которая обычно была с ним такой открытой, почему-то теперь не хотела говорить. «Ты хочешь поговорить со мной об этом?» Сделал еще одну попытку Трейс. «О, Трейс!» – начала Кассиди, стараясь оградить его от переживаний. «Это просто глупости. Нам не нужно вдаваться во все это сейчас». «Вот что я тебе скажу», – решил Трейс быстро. «Я поднимусь наверх и посмотрю, как идут дела у Джанет и Хезер. Я вернусь, и, возможно, тогда у нас будет время обо всем поговорить». Кассиди осталась сидеть на месте, но ненадолго. Звуки, которые доносились из кухни, напомнили ей о том, что Бекки, возможно, была бы рада некоторой помощи. «Как ты?» – спросил Трейс у Джанет. Хезер только что накрыла ее одеялом и отправилась проведать Фету. Сестра Джанет оставалась на удивление спокойной во время всех этих передряг, что было удивительно для всех. «Устала. Никогда не думала, что помыться может быть так трудно». «У тебя больше не было кровотечения?» «Нет. Рана в хорошем состоянии. Доктор Эрц был здесь вчера вечером и сказал, что все идет хорошо». «Отлично. Теперь мне нужно поспать, Трейс». «Хорошо. Но мне нужно кое-что сказать тебе. Сегодня я увезу Кассиди на ранчо, и она останется у нас некоторое время. Мы с Брэдом постараемся приехать завтра, но сейчас мне нужно позаботиться о Кассиди».
А еще Мэг думает, что Саванна простудилась». «О, боже!» – воскликнула Джанет, которой ужасно хотелось всем помочь. «С ней все будет хорошо, а с тобой?» «Да, Трейс», – пробормотала Джанет слабеющим голосом. «Иди. Ты знаешь, что придет Райлан, а потом у меня есть Тимоти и девочки». Трейс поцеловал ее в щеку, и она заснула, а он тихонько вышел из комнаты. Он нашел Кассиди на кухне с закатанными рукавами. Она месила тесто. «Как себя чувствует Джанет сегодня?» – спросила Кассиди, вытирая руки и готовясь подняться наверх. «Все хорошо. Вчера вечером приходил доктор и сказал, что она идет на поправку. Ванна ее сильно утомила». Кассиди вышла из кухни, но Трейс остановил ее внизу лестницы. «Ты, конечно, можешь пойти к ней, Касс, но она сейчас не проснется. Она засыпала, когда говорила со мной». «Хорошо, я просто поднимусь наверх и взгляну на нее одним глазком». Трейс пошел следом, не проявляя нетерпения, собираясь поговорить с Кассиди, как только она посмотрит на Джанет. Это не заняло много времени, но Кассиди по-прежнему была полна сюрпризов. «Может быть, я могла бы посидеть с ней сегодня?» – предложила Кассиди, как только они с Трейсом снова вышли в холл. «Она просто будет спать», – сказал Трейс. Он держал Кассиди за руку и вел ее вниз по лестнице. «Кроме того, — сообщил он, — мы едем на ранчо». «Мы?» «Да. Я поговорил с Джанет, и она знает, что Брэд или я заедем завтра». «А где буду я?» «На ранчо». «А как же Мэг?» Саванна заболела. Они тоже будут на ранчо». Он довел ее до парадной двери, но тут она остановилась. «Я не понимаю, что происходит?» Трейс взял в ладони лицо Кассиди и нежно погладил ее щеки. «Ты устала и похудела, и переживаешь обо всех, кроме себя. До сегодняшнего дня я этого не замечал. Прошлое изменить я не могу, но сегодня я могу кое-что исправить. Ты волнуешься и, как я подозреваю, слишком много работаешь. Я вижу, что что-то идет не так. Я увожу тебя на ранчо, чтобы ты могла отдохнуть, и мы могли побыть вместе. Вот это и происходит». «А-а-а», сказала Кассиди. Ее голос был настолько удивленным и милым, что Трейс тихонько рассмеялся и, не удержавшись, поцеловал ее. Все кончилось тем, что они уехали на ранчо не так быстро, как он планировал. «Будем говорить обо всем на чистоту», заявил Трейс, когда фургон тронулся с места. Услышанное потрясло его. Кассиди плакала и задавала такие вопросы, что он едва успевал их осмысливать. Все заказы клиентов были выполнены и доставлены. Но это означало, что ей пришлось снова встретиться с Хирамом Брикелем, когда она доставила в особняк рубашки Халстона, и она чувствовала, что он был готов сделать ей еще одно предложение. У нее почти не было еды, потому что не было времени сходить в магазин. Она не знала, следует ли ей снова посетить Эдсона. Что, если мастерская не переживет такого долгого перерыва? В таком случае она не может оставить себе деньги Джанет. А это означает, что они не смогут начать весной стройку. Ей было больно описывать все случившееся своей матери. Хочет ли он отложить свадьбу? «Ну, будет», – сказал Трейс, которому почти хотелось смеяться. Не над Кассиди, а над поразительным количеством вещей, о которых она могла постоянно думать. Он знал, что и Мэг была такой же, и иногда у Брэда бывали неприятности из-за того, что он что-то путал. «Что это значит?» – спросила Кассиди. И по ее голосу Трейс понял, что она не готова к тому, чтобы над ней смеялись, и что ему лучше объясниться. «Хорошо, Касс, сегодняшний день мы посвятим тому, что обсудим весь список проблем. Мы поговорим обо всем, только не одновременно. Это было бы слишком сложно, но сегодня мы во всем разберемся». Кассиди все еще не была уверена в том, что над ней не смеются. Она взглянула на Трейса, а он на нее.
Пойдет?» – спросил он совершенно искренне. «Да», – согласилась Кассиди, успокоившись, когда увидела в его глазах заботу. «Пойдет». Они замолчали, и Кассиди хотела забыть об этом, но не смогла. Она спросила: «Ты хотел посмеяться надо мной?» «Не над тобой», – ответил Трейс честно, – «только над размером списка. Мэх тоже так мыслит, и это всегда поражает меня». Кассиди не могла не улыбнуться его тону, и хотя в данный момент она чувствовала себя слишком уязвимой, возможно, немного смеха над множеством ее беспокойных мыслей было как раз то, что нужно. Саванна лежала на груди отца, ее дыхание было неровным. Ей было легче спать в вертикальном положении, чем лежа в колыбели. Брэд собирался объехать ранчо, но решил побыть хотя бы час с Саванной, чтобы дать Мэг возможность немного отдохнуть. Брэд был рад посидеть с ней, думая о разных вещах и мысленно молясь. Но тут из окна до него донесся звук приближающегося фургона. Он не ожидал, что Трейс вернется так скоро, но воспринял это как добрый знак. С ним была Кассиди. Брэд улыбнулся. Он был готов к тому, что Кассиди будет жить с ними постоянно. И не мог уже дождаться, пока пройдут следующие 2 недели. «Почему ты думаешь, что нам нужно отложить свадьбу?» Трейс начал с этого вопроса. Мэг что-то делала на кухне, а Брэд уже ушел. Трейс взял свою племянницу на руки и прижал к груди, а его низкий голос был таким же привычным и успокоительным для нее, как и голос отца. «Свадьба назначена через 2 недели, Трейс. Мы не можем ее устроить без Джанет». Трейс кивнул. Он думал об этом, но предполагал, что к этому времени тетя поправится настолько, чтобы быть с ними. Возможно, она не будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы что-то делать, но он рассчитывал, что она все-таки сможет присутствовать. «Ты не говоришь, о чем ты думаешь». «Я думаю, что ты права. Мы не можем устроить свадьбу без нее, но я полагаю, что к тому времени она встанет на ноги. «А если нет?» Тогда мы все отложим». «Но как нам со всем этим справиться?» Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали так, как будто твои планы ничего не значат. Но поскольку мы с самого начала хотели устроить скромную свадьбу, то перенести ее не будет стоить большого труда. «Значит, мне следует продолжать шить наши наряды и сделать все, что нужно к этому времени?» У меня нет ответа на этот вопрос, но я знаю одно. Мы не сможем устроить банкет в доме Джанет. И я уверен, что Бекки скажет, что она все равно хочет испечь торты, но мы должны будем съесть их прямо в церкви. Там немного места, но я думаю, что нам хватит. «А как же моя мать? Она будет ожидать нас к 23 числу». Ты можешь написать ей о том, что случилось, и добавить, что из-за этого сроки могут измениться. Она поймет? «Конечно, она все поймет. Я просто не могу дождаться, когда увижусь с ней». Трейс сжал ее руку. Мне тоже. Они все еще обсуждали свадьбу, когда к ним присоединилась Мэг. Они ввели ее в курс последних планов, и она засмеялась. «Я бы очень удивилась, если бы Джанет позволила вам изменить дату свадьбы». «Не может быть!» – заявила Джанет, когда Брэд посетил ее в воскресенье после богослужения и рассказал о последних новостях. Им нельзя откладывать свадьбу. Я буду на ней присутствовать и ожидаю, что банкет будет здесь, как мы и планировали. Мы можем обсудить это? Спросил Брэд. Хорошо, согласилась Джанет, которая все еще ощущала недомогание, но была готова разговаривать. Свадьба должна состояться через 13 дней. Вы, конечно, быстро выздоравливаете, но я не знаю, сможете ли вы к этому времени подниматься и спускаться по лестнице. И из-за этого Трейс и Касси не смогут пожениться? Верно. Его решительный тон остановил ее. Не успела она заговорить снова, как Брэд продолжал. Они не станут и не должны устраивать свадьбу без вас, не говоря уже о том, что вы просите Тимоти, Хезер и Бекки помогать им.
Возможно, вы все еще будете нуждаться в постоянном уходе. Кроме того, моя мать тоже нуждается в уходе. А им придется приготовить дом и еду для свадьбы. «О, Брэд!» – прошептала Джанет, думая о том, что эта мысль будет сжечь ее сильнее, чем рана. «Пожалуйста, найди какой-нибудь способ. Пожалуйста, не позволяй им откладывать свадьбу», Трейс будет здесь довольно скоро. – сказал Брэд, не желая ничего обещать, но давая ей надежду. Мы подумаем все вместе и посмотрим, что можно сделать. Кассиди, все еще в халате, спустилась по лестнице. На кухне она застала Мэг. «Я подумала, что Трейс пошутил, когда сказал, что вы не разбудите меня. Ты была очень усталой. Я проспала богослужение. Трейс тебе все перескажет. Хочешь позавтракать прямо сейчас или будешь ждать обеда? Пожалуй, я бы съела кусочек тоста». Кассиди села за стол. «Как дела у Саванны?» Прошлой ночью она спала лучше и сейчас только что снова уснула. Кассиди поблагодарила Мэг, когда та поставила перед ней чашку с кофе, но почувствовала, что она должна остановить Мэг. «Я слишком много позволяю тебе ухаживать за мной. Когда бываю здесь? Скоро я буду здесь жить постоянно, и тебе нельзя продолжать делать это». «Ты так говоришь, что может создаться впечатление, что ты все время сидишь без дела, а это не так. Я меньше всего беспокоюсь о том, что ты будешь злоупотреблять нашим вниманием, Касси. Мы хорошо работаем вместе, а нынешнее положение временно. У нас все отлично получится». Кассиди кивнула, думая о долгом разговоре, который все четверо вели за ужином накануне вечером. Она будет чувствовать себя ужасно, если бизнес прекратит свое существование именно сейчас. Но мужчины хорошо знали свою тетю. Джанет Фулбрайт никогда не возьмет деньги назад, даже если при этом останется в убытке. «Кроме того, – продолжала Мэг, – у нас двоих больше энергии, чем у меня одной. Возможно, этот дом будет чище, чем когда-либо, а приготовление обедов при наличии еще одной пары рук превратится в игру. И даже с учетом твоей одежды стирка будет легкой, как никогда». Кассиди рассмеялась. Возможно, Мэг была права. Но даже если их совместная жизнь и не будет столь радужной, Кассиди с нетерпением ожидала каждой минуты этой жизни. Она сделала глоток кофе и заметила, что один из мужчин повесил свои ковбойские штаны на стул около черного входа. «Скажи мне, Мэг», – спросила Кассиди задумчивым голосом, – «тебе нравится, как выглядит Брэд, когда он отправляется на работу? Ты хочешь сказать, когда он в шляпе? И в этих штанах?» Мэг не могла не улыбнуться. «Другими словами, ты хочешь сказать, что тебе нравится, как выглядит Трейс в ковбойских штанах?» «О, боже!» Было все, что смогла выговорить Кассиди, думая о том, что ее будущий муж был самым красивым мужчиной на свете. Мэг, которой внешность Брэда нравилась больше, чем Трейса, могла бы поспорить с этим, но учитывая то, что братья были очень похожи, большого смысла спорить не было. «Чандлер сегодня утром зашел ко мне», – сказал Райлан Трейсу в присутствии самого Чандлера. «Я рассказал ему о нашем с тобой разговоре, и он решил, что вам стоит поговорить». «Я никогда не думал, что так будет», – сказал Чандлер, когда Трейс посмотрел на него. «Прости меня». «А я не думаю, что тебе нужно за что-то извиняться, Чандлер. Мне просто страшно подумать о том, как тебе тяжело. Вот поэтому я и уезжаю из Токен-Крик. Я собираюсь навестить свою семью, и если я смогу найти там работу, то вернусь сюда за вещами». Он слегка улыбнулся и добавил: «Я вернусь за вещами в любом случае». Лицо Трейса было печально, но и он не смог бы предложить ничего лучшего. «Когда ты едешь?» – спросил Райлан. 19 ноября», – сказал Чандлер. И Трейс снова почувствовал, будто его что-то кольнуло. Это был день накануне свадьбы. Он знал, что так будет лучше, но от этого ему не становилось легче. И ни тому, ни другому просто нечего было сказать.
Трейс молча протянул руку на прощание, и Чандлер пожал ее. Через мгновение Трейс ушел. Райлан, который не хотел оставлять Чандлера одного, снова пригласил его к себе на обед. Трейс, Брэд и Джанет все еще продолжали обсуждать свои планы, когда заметили Бекки и Хезер на пороге комнаты, и ни та, ни другая не выглядели особенно радостно. «Что-то случилось?» – спросила Джанет. Она чувствовала слабость, но не хотела ложиться до тех пор, пока не будет решен вопрос о дате свадьбы. «Как раз об этом мы и собирались спросить», – начала Хезер. «Вы хотите перенести банкет в отель? Мы все слышали». «Это ради вашего же удобства», – начал Брэд, но Бекки прервала его, подняв руки нетипичным для нее жестом, и он замолчал. «Мы все устанем», – твердо заявила кухарка. «У нас будет дополнительная работа, но это не означает, что мы не хотим ее сделать. Джанет уже попросила 2 других женщин помочь с устройством праздника. Мы просто попросим их прийти пораньше и немного задержаться. Если они не смогут, мы найдем других». «А как же Джанет?» – не мог не спросить Трейс. «Я не собираюсь жениться, если она не сможет присутствовать в церкви». «Она будет там», – заговорила Хезер с уверенностью. «И если она не сможет быть в тот день, который вы запланировали, тогда вы перенесете дату свадьбы. Но свадебный банкет все равно будет здесь». Братья посмотрели на Джанет, но она только улыбнулась и сказала: «Весь город считает, что я гений в том, что касается бизнеса и планирования. Они просто не знают об этих двоих». Все дружно рассмеялись. Бекки и Хезер ушли с довольными лицами. Утром 20 ноября Чес и Брэд должны были безопасно и спокойно доставить Джанет в церковь и усадить в первом ряду. Райлан должен был сопровождать Трейса, который проснулся в таком взволнованном состоянии, что не мог мыслить ясно. Миранда и Мэг помогали Кассиди, которая была на удивление спокойной. Джеб должен был вести Кассиди по проходу церкви. Брэд должен был стоять впереди рядом с братом. Мэг должна была стоять рядом с будущей невесткой, а Пэттиэнс тем временем должна была присматривать за Саванной, простуда которой давно прошла. В доме Джанет все было готово. Бекки отлично справилась. Им с Хезер было оказано столько помощи, сколько было нужно, и дом сверкал чистотой, торты были испечены, и все ждали только прихода гостей. «Ты готов?» – спросил Райлан Трейса, который уже помылся и облачился в новый черный костюм в доме пастора. «Думаю, что да. Почему я так волнуюсь? Слишком многое случилось за последнее время, и дата свадьбы долго оставалась неопределенной». Трейс кивнул. Он был благодарен Райлану за дружескую поддержку. В эту минуту он очень нуждался в его спокойствии. «Пора ехать?» «Почти. Я думаю, что мы можем отправиться в церковь, если ты готов». Трейс кивнул, и Райлан засмеялся, глядя на него. Дружеский смех разрядил обстановку, и на сердце у Трейса стало немного легче. Главное, что сегодня он женится, а мелочи не имеют большого значения. «Ты выглядишь чудесно», – сказал Джеб Кассиди, наряженную в свадебное платье темно-синего цвета. Он поцеловал ее в зардевшуюся щеку и добавил: «Но это меня не удивляет». «О, Джеб!» – улыбнулась ему Кассиди. «Спасибо за то, что ты со мной». «Я бы ни на что это не променял». Они обнялись, и Кассиди спросила: «Как дела у Джанет?» «Просто замечательно. Она удобно сидит в первом ряду, а нам скоро нужно заходить». Кассиди улыбнулась тону его голоса и выражению лица, но больше у нее ни на что не было времени. Начинала играть музыка, и тот, кого она любила, уже ждал ее. Бракосочетание и прием прошли идеально. Было множество близких друзей, добрых пожеланий и вкусных блюд. Новобрачные мистер и миссис Холден весело смеялись,
и общались с друзьями на протяжении многих часов в доме Джанет. Трейс арендовал фургон, чтобы они с Кассиди могли доехать до ранчо. Брэд с семьей собирался остаться на ночь у Джанет. И вот настало время ехать. «Ну что, ты готова ехать?» – спросил Трейс свою жену. «Более чем», – ответила Кассиди, устроившись на сиденье повозки. Они были укутаны в одеяло. Они отправились в дорогу, и первые несколько минут пара сидела молча. Кассиди думала о предстоящей ночи, жалея о том, что не поговорила с матерью или хотя бы не задала больше вопросов Мэг. «Ты в порядке?» – спросил Трейс, чувствуя ее напряжение. «Думаю, что да. Сейчас глупо признаваться в этом, но я не знаю, что делать дальше». «Мы разберемся». Голос Трейса был нежным, он повернул голову, чтобы поймать ее взгляд. «Секс – это не самое главное. Самое главное – это наши отношения». «Хорошо сказано. Мне нужно думать именно об этом». «Это Брэд сказал мне на прошлой неделе». Кассиди облегченно вздохнула. Все напряжение прошло, и она теснее прижалась к мужу. Трейс волновался о свадьбе, Кассиди волновалась о брачной ночи, и то и другое прошло как нельзя лучше. Поезд подъехал к станции в Биллинге с небольшим опозданием. Глазами Кассиди с волнением всматривалась в окно. Она сошла на перрон, Трейс с багажом последовал за ней, и она взяла мужа под руку. «Это недалеко», — сказала она. «Тебе не терпится?» «Да, и я боюсь как бы не расплакаться от радости». «Я думаю, что ты это заслужила», — сказал Трейс, и Кассиди поднялась на носочки, чтобы поцеловать его в щеку, прежде чем они пошли по улице. Они быстро дошли. Всего через 3 коротких квартала от железнодорожной станции Кассиди остановилась и посмотрела на небольшой симпатичный домик, нуждающийся в некотором ремонте. Слезы набежали на ее глаза. Дверь открылась. И к ним навстречу по ступенькам сбежала пожилая женщина, очень похожая на Кассиди. И уже через мгновение она крепко обнимала свою дочь. «О, Касси! Моя Касси!» Это было все, что могла выговорить Ронда Синклер. «Моя милая, милая Касси!» «Я скучала по тебе, мама!» сказала Кассиди, едва сдерживая рыдание. Они несколько минут не выпускали друг друга из объятий, после чего Ронда подняла передник и вытерла глаза. «Посмотрите на меня!» – разволновалась она. «Теперь мне придется с заплаканным лицом знакомиться с зятем». «Мама!» – объявила Кассиди, представляя ей мужа. «Это Трейс!» Трейс снял шляпу и наклонился, чтобы поцеловать в щеку свою тещу. Ронда обняла его, и Трейс обнял ее в ответ. «Добро пожаловать в Беллинг, Трейс!» «Спасибо, миссис Тинклер. Я очень рад познакомиться с вами». Ронда рассматривала Трейса, находя его симпатичным. И, конечно, ей понравился его честный и прямой взгляд. Она чувствовала, что если этот человек говорит, что любит ее дочь, то так оно и было. «Входите», – пригласила Ронда. «Входите и чувствуйте себя как дома». Ронда пошла вперед, а Кассиди снова взяла мужа под руку. «Спасибо, Трейс», – прошептала Кассиди. «Спасибо тебе за то, что привез меня домой». Трейс не ответил. Он улыбнулся глазам, которые так доверчиво смотрели на него. И уже не в первый раз он убеждался в том, что женился на самой чудесной женщине в мире. Он видел, как она улыбается ему с доверчивостью ребенка. В другой благодарности он и не нуждался. Весна 1881 года. «Куда мы идем?» – спросила Кассиди снова, но Трейс не отвечал. «Так, теперь сюда, только осторожно», – сказал Трейс жене, у которой были завязаны глаза. «Впереди лужи, не упади». «Трейс», – произнесла Кассиди со смехом, – «если бы ты просто сказал мне». «Скоро.
сказал Трейс. «Очень скоро». Кассиди продолжала идти, он держал обе ее руки в своих руках. Она совершенно ничего не видела. Они с Трейсом обошли вокруг дома и вокруг амбара, пока она совсем не запуталась. «Хорошо», – сказал он таким голосом, каким говорят дети в рождественское утро. «мы почти пришли». «Почти пришли?» «Ступенька», – командовал Трейс, остановив ее перед лестницей. «Это дом?» – спросила Кассиди, следуя его указаниям. «Теперь иди сюда», – продолжал командовать Трейс, ведя ее дальше. И только когда обе ее ноги стояли там, где он хотел, повязка была снята. «О, Трейс!» – воскликнула Кассиди, бросаясь ему на шею. Она стояла на пороге их нового дома. Она не просила большого крыльца, но он построил ей такое, которое обхватывало дом с двух сторон. Все работы были уже закончены, и он смог сделать ей сюрприз. «Тебе нравится?» Вместо ответа Кассиди поцеловала его, потом еще раз долгим и сильным поцелуем. «Ну, смотри», – сказал Трейс, гладя ее рукой по волосам. «Я воспринимаю это как согласие». Они какое-то время продолжали целоваться, не обращая внимания на весеннюю прохладу и холодный ветер. Потом Кассиди стала оглядываться по сторонам. «С обеих сторон! Я не знала, что крыльцо будет с обеих сторон!» «А вот здесь», – направил ее Трейс, – «еще одна дверь в гостиную». Кассиди не знала, как он скрыл эту дополнительную дверь от нее. Кроме того, они запланировали и построили дополнительную спальню для Ронды Синклер. Эдсону предстояло долгое время сидеть в тюрьме. Трейс и Кассиди хотели, чтобы у матери Кассиди была своя комната. В ней она будет жить, когда не сможет или не захочет оставаться одна в своем доме. «Когда мы сможем переехать сюда?» – спросила Кассиди, и ее глаза блестели от восторга, а руки снова обвивали шею Трейса. «Мне нужно будет спросить у Чеса, чтобы знать наверняка. Думаю, что через месяц, возможно, раньше». «Мне просто не терпится!» «Касс», – сказал Трейс, вдруг став серьезным. «Давай с самого начала посвятим себя гостеприимству. Давай будем делиться своим домом с другими. Так мы никогда не забудем о том, кто дал его нам». «Какая чудесная мысль именно сейчас!» – сказала Кассиди. «Еще до того, как мы въехали». «И будем помнить об этом все время, пока будем жить в этом доме». Они долго стояли в гостиной, строя планы на будущее и обсуждая свои мечты. Они составили в уме список тех, кого они хотели бы пригласить в гости, и у них не хватило времени закончить его. Кассиди скоро нужно было приступать к приготовлению ужина, а у Трейса были дела в амбаре. Но это не имело никакого значения. Их сердца были в правильном состоянии. Они любили друг друга и не забывали прославлять Бога за все, что Он дал им. Идя обратно к дому, Кассиди думала о том, что последним недостающим звеном был бы ребенок. И было бы прекрасно, если бы он появился на свет уже до конца года. Мэг снова была беременной, и хотя Кассиди никому ничего не говорила, она была почти уверена, что тоже ожидает ребенка. Улыбка осветила ее лицо, когда она вошла в кухонную дверь, думая о том моменте и месте, где она скажет Трейсу, что он станет отцом. Дорогие мои слушатели и подписчики, вот и закончилась эта история про Кассиди Нортон. И следующая книга, которую мы будем с вами читать, «Заоблачные мечты», это книга вторая про Сабрину. Вот Сабрина Мэтьюс – одна из многих проституток, живущих в этом суетном городе. Несчастная, но не видящая никакого выхода, она оказывается лицом к лицу с полицейским, которого вызвали в ночной район, в
котором она живет и работает. Конечно же, ее ожидают неприятности, но вместо этого она подружилась с Дэнни Баршоу и его женой Келли. Благодаря их доброте она уходит из ночного района в новую жизнь, жизнь во Христе. Но мужчины из прошлого Сабрины продолжают находить ее. У нее не остается другого выбора, как уехать из Денвера, приняв решение жить в Токен-Крик, что на территории Монтаны, там, где и Кассиди была. Она совершает долгое путешествие на поезде, ее ждет неопределенное будущее, но Сабрина быстро находит работу и друзей в церковной общине, и, конечно же, проституция остается в прошлом. Однако некоторые из ее соседей все еще живут той жизнью, которой недавно жила она сама. Не в силах отвернуться от них, Сабрина протягивает им руку помощи. Как когда-то это сделали для нее Дэнни и Келли. И она не единственная. Кое-кто еще идет навстречу людям. И Сабрина влюбляется. Более того, он тоже любит ее, но Сабрина убеждена, что она совершенно не подходит для него. Узнает ли он о ее прошлом? И если узнает, то как отреагирует на это? Это трогательный роман о прошлых ошибках и прощении, как со стороны Бога, так и со стороны людей. Поэтому я не прощаюсь с вами, дорогие мои слушатели и подписчики. Встретимся с вами в новой истории про Сабрину.